Здравствуйте, мои дорогие! Я знаю, что многим из вас понравился мой узор «Турецкая волна». Вот здесь вот можно посмотреть образцы. Вы видели его в прошлом моем видео. А сегодня я расскажу об одном из элементов этого узора. Вот этот элемент. Это столбик. Я называю этот элемент столбик. Вот у меня есть еще один образец. Вот так вот он выглядит. И последний образец. Вот. Посмотрите. Вот здесь вот связано 3 столбика разной высоты. Высота нам говорит, сколько мы связали петель. Вот в этом случае мы связали 9 петель. А здесь 19. Ну, давайте посмотрим, как же нам это связать. Вот я беру образец. На что я хочу обратить ваше внимание. Первое – это выбор спиц. Спицы должны быть достаточно большого диаметра. Если мы возьмем очень тонкие спицы, нам будет трудно вязать. И спицы должны быть такими, чтобы они легко скользили в наших петлях. Поэтому деревянные или бамбуковые спицы нам не подойдут. Я использую круговые спицы, и вы увидите, что на круговых спицах вязать удобнее. Давайте посмотрим, как я буду вязать столбик из 9 петель. Я хочу обратить ваше внимание, что мы все вяжем 2 способами. Один способ называется классический, когда петли вытягиваются вот таким вот образом. Спица вводится не так вот вдоль другой спицы, а с этой стороны. И нитка подцепляется вот так вот вниз. Вот так вот. Я покажу, как я вяжу столбик из 9 петель при вязании классическим способом. Я хочу связать столбик из 9 петель вот из следующей петли. Для того, чтобы было лучше видно вязание, я поменяю цвет нитки. Я привязала к своей нитке нитку другого цвета. Я буду вязать вот сиреневой ниткой столбик из 9 петель вот из этой петли, из следующей. Для этого сначала я провязываю одну лицевую, не снимая петлю предыдущего ряда с левой спицы, делаю накид. И из этой же петли провязываю еще одну лицевую. Теперь я могу снять петлю предыдущего ряда с левой спицы. На правой спице у меня образовалось 3 новых петли. И мы видим, вот та петля, из которой мы провязали 3 новых, она у нас растянулась. Надо стараться, чтобы эта петля не сильно растягивалась, чтобы в готовом столбике у нас не образовалась дырочки вот здесь в основании столбика. Но даже если эта петля растянулась, ничего страшного. Потом мы ее подтянем при дальнейшем вязании. Следующий шаг. Нам надо 2 петли из только что связанных 3 перенести на левую спицу. Мы переносим одну петлю и вторую. Вот обратите внимание, что я вяжу довольно свободно. Если я буду затягивать, мне будет трудно вязать. Я перенесла 2 петли на левую спицу. Теперь у меня на левой спице 2 петли, на правой 1. И вот эта петля у меня центральная. Вот крайняя петля на левой спице у меня она центральная. То есть справа от нее находится 1 петля и слева 1. Из этой центральной петли я провязываю снова 3 петли. Лицевая, накид от себя и еще 1 лицевая. И снимаю петлю, из которой я провязала 3, с левой спицы. Теперь у меня на правой спице 4 петли, на левой 1. Всего 5 петель. 5 новых петель. Из этих 4 петель справа я приношу 2 на левую спицу.
Теперь у меня справа осталось 2 петли, а слева стало 3 петли. И вот эта крайняя петля на левой спице, она у меня опять центральная, то есть от нее справа находятся 2 петли, и слева от нее тоже 2. Вот эта петля третья. Теперь я из этой центральной петли опять провязываю 3 петли. Одну лицевую, делаю накид от себя и еще одну лицевую. И снимаю петлю, из которой я провязала с левой спицы. Теперь у меня на правой спице 5 петель и на левой 2. Всего 7 новых петель. Я хочу связать столбик из 9 петель, поэтому я продолжаю вязание. Я 2 петли справа переношу налево. Теперь у меня на правой спице 3, на левой 4. И вот эта четвертая центральная. От нее слева 3 и справа 3. Я опять из центральной провязываю 3 новых. Одна лицевая, накид от себя и еще одна лицевая. И снимаю петлю, из которой я только что провязала 3, с левой спицы. Теперь у меня на правой спице 6 петель, а на левой 3. Всего 9. Я хочу связать столбик из 9 петель, поэтому мне достаточно вязать, прибавлять петли. Теперь я больше не снимаю 2 петли, не переношу их на левую спицу, а вместо этого я вот эту правую спицу протягиваю через петли. И теперь мне осталось для завершения моего столбика осталось провязать вот эти 3 петли, чтобы спуститься к основанию столбика. 3 петли на левой спице я провязываю лицевыми. Одна петля, вторая и третья. Вот мой столбик готов. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот я перевожу связанные новые петли на правую спицу. Мы видим, что у нас петли собрались в такую вот группу, очень плотную. И где же наш столбик? Так вот нам его не видно. Но чтобы увидеть столбик, мы передвинем эту группу петель на гибкую часть спиц и вот так вот растянем. Посмотрите. Вот у меня получился столбик из 9 петель. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. Наш столбик готов. Всего вам хорошего. Успехов в творчестве.